Итак, всем доброй ночи. Друзья мои, я собиралась снять ритуал этот и ждала подходящего времени. Люблю снимать ночью, когда пространство открыто, когда Вселенная свободна, когда люди спят, тишина и никто не мешает. Но дождь немного, точнее, не сорвал, а хотел бы сорвать мои планы. Но поскольку я человек упорный, и только благодаря своему упорству и труду я добилась того, что имею, а имею я в основном имя, которое ни одна шваль испачкать не в состоянии. Поэтому, зная мою упорность и упорство, и так и сяк правильно, я поняла, что я буду снимать в любом случае. Итак, украинский ритуал, мой авторский ритуал, обращение к огню. Но точнее было бы назвать помощь огня в делах. Дорогие друзья, бывают такие моменты, что вот-вот должно решиться в вашу пользу. И обязательно какая-нибудь падла вмешается или какое-нибудь обстоятельство, и все опять тормозится. Или справка не та, или точка не там поставлена, или человек не приехал и так далее. Ну вот, например, вам обещали хорошее место, должность, и вот ни в какую. Уже должно решиться, а никак не решается. Кто-то мешает или что-то мешает. Возьмите и проведите этот ритуал. Для этого вам нужен источник огня. А я вам говорила и объясняла, что огонь – это та энергия вселенская, которая слышит нас и выполняет, ну, впрочем, как и все энергии, все стихии. Но огонь – это особенная стихия. И во многих культурах огню поклоняются как вселенскому разуму и вселенской энергии. Огонь требует жертв. Жертвы – это злаки, это хлеб, это иногда и жертвенные животные, которых приносили в жертву, а потом сжигали. Это горячительные напитки, то есть с помощью огня. Вот не зря огонь был в капищах, в храмах, в жертвенниках. Всегда и всюду огонь. Если в магии, в ритуалах можно обойтись, то есть не все ритуалы связаны с водой, с землей, с небесными стихиями, то огонь там присутствует практически всегда. 99% все проводится при свечах. Именно потому, что нужен источник огня. Как ведущая сила. Итак, начнем. Перед важным событием, может быть, сдача экзаменов, может быть, получение прав, может быть, получение должности, может быть, решение важного вопроса. Волнуйтесь, переживайте. Создайте в доме очаг огня. Если ваш частный дом, то вам повезло, вы можете развести костер. Желательно, чтобы материалы были природные, то есть не газовый источник, не еще какой-либо, а именно из бревен. Если вы живете в квартире, значит, возьмите для розжига эту жидкость, добавьте туда опилки и прочее, прочее. Ну, обеспечьте себе в любом случае безопасность. Рядом держите источник воды, потому что в таких ритуалах огонь бывает ярым. И подливаю чуть-чуть горячительного. Здесь я подолью больше, потому что у меня есть возможность, она во дворе. А если у вас дом не частный, то будьте осторожны. Читайте этот заговор над огнем 13 раз. И оставьте источник огня истлеть. После чего на следующий день, сколько вам лет, берете столько же монет. В тех странах, где нет монет, уже говорили, спрашивали, значит, запаситесь камнями. Купите
камни, их называют полудрагоценные, я не согласна. Они все-таки драгоценные, но просто их уже больше, чем в древние времена. Добыча этих камней уже намного больше, шире, поэтому они уже не стоят настолько дорого, как раньше. Аметист, лунный камень и прочее, прочее. Вот вместо монет будете откупаться энергией камней. Но в любом случае откупаться придется. Итак, 13 раз прочитали. На следующий день отнесли откуп духом, оставили возле дерева. Столько монет, сколько вам лет. Сказали, откупаюсь и уходите. И в скором времени ваш вопрос решится. Вне сомнения, точно так же, как и все остальные ритуалы работают и этот ритуал. И он особенно сработает у людей, у которых огненная стихия. Особенно сработает у людей, у которых есть, скажем, западная кровь. Хотя не факт. Бывает иногда, знаете, монгольские ритуалы срабатывают у европоидов. И настолько срабатывают, что они просто в шоке. Может быть, очень-очень далекие предки были монголоидные, либо кочевники. Мы же не все знаем о себе, так ли? Ведь. Итак, читаем на украинском языке, на украинской мове. Читаем. Батюшка вогонь, ти гориш і жаром пилаєш. Спали вогонь, перешкоди з моєго шляху. Згоріть то, що мене на місці тримає. І йти не дає. Спали перешкоди і заслони. Спали стіну невдач. І тепер мені сміливо йти. І всі дороги мені відтепер відкриті. Так мо буде. Заклято. Читаю по слогам, потому как многим очень срочно требуются заговоры, чтобы они могли его записать. Но потом несколько раз уже прочитаю более так бегло. И когда вы один раз прочитали, выливаете горячительный напиток в огонь, в благодарность. Вот таким вот образом. И поэтому будьте осторожны. Если вы живете в квартире, еще раз говорю, подливайте это горячительное чуть-чуть. Подходит водка, коньяк, спирт. Еще раз читаем. Батюшка вогонь, ти гориш і жаром пилаєш. Спали вогонь, перешкоди з моєго шляху. Згоріть то, що мене на місці тримає, і йти не дає. Спали перешкоди і заслони, спали стіну невдач, і тепер мені сміливо йти, і всі дороги мені відтепер відкриті. Так мо буде. Заклято. И снова во. Я еще раз прочитаю, и на этом достаточно, потому как дождь усиливается. Но я все же сделала то, что хотела, поскольку я человек упорный. Если бы у каждого было такое упорство, многие бы многого добились. Батюшка вогонь, ти гориш і жаром пилаєш. Спали вогонь, перешкоди з моєго шляху. Згоріть то, що мене на місці тримає, і йти не дає. Спали перешкоди і заслони. Спали стіну невдач, і тепер мені сміливо йти, і всі дороги мені відтепер відкриті. Так мо буде. Заклято. Давайте-ка еще раз, пока не закончилось это все. Наверное, еще и последний раз прочитаем. Батюшка вогонь, ти гориш і жаром пилаєш. Спали вогонь, перешкоди з моєго шляху. Згоріть то, що мене на місці тримає, і йти не дає. Спали перешкоди і заслони, спали стіну невдач, і тепер мені
сміливо йти, і всі дороги мені відтепер відкриті. Так мо буде. Заклято. И снова отдаем огню жертву. Итак, дорогие друзья, пользуйтесь во благо. И я уже объяснила, для чего и как откупаться. Огонь – это очень сильная стихия. Если подружиться с этой стихией, направить ее силу и ярость себе в пользу, то ваши проблемы могут решаться с помощью огня. Часто и, может быть, в разных ситуациях. Всем удачи!